Привет, космонавтик! Хочешь создать свою станцию или просто поерпешить на локалке? Тогда добро пожаловать на серию гайдов по маппингу. Так как сейчас ты лишь презренный червь, то начнем с базы. Установка локального сервера и пройдемся еще по созданию PR-ов. Первым делом тебе необходимо установить .NET 8 версии, Python и также Git. В принципе, этого набора уже хватит для работы, но мы же не старперы вонючие, поэтому еще будем пользоваться удобным Git GUI. С установкой .NET и Git проблем не возникнет, можно просто жать далее, не подозревая, что на тебя оформляют микрозаймы. А вот с Python есть нюанс. Обязательно, блять, нажми на эту галочку. Без нее ничего работать не будет. Итак, все необходимое мы установили. Теперь пора бы и аккаунт в Git создать. В будущем, при приеме на работу, тимлид оценит, как у тебя оформлен профиль. Поэтому выбираем нестыдную почту и крутой ник. Необходим репозиторий со сборкой своего сервера. Обычно она указана на вики или в дискорде, если мразь на хосте не сделал ее приватной. Так как мы захотим загрузить какое-нибудь обновление в свою сборку, нам необходимо создать свой форк. Наводимся на кнопку и жмем Create New Fork. Можно изменить название или описание, но нам это не нужно. Тыкаем Create Fork, и вот мы попадаем на страницу с нашей сборкой. Здесь можно убедиться, что она обновлена до последней версии, и скопировать ссылку. Предварительные ласки завершены. Переходим в Git GUI. Мы будем использовать форк. Да, он так и называется. А я думал, сова. Вводим данные из гита, и можно выбрать дефолтную папку для репозитория. Ведь я могу устроиться на настоящую работу, а не работать бесплатно. Прока загрузилась. Теперь коннектим к ней аккаунт гита. Файл, Accounts, GitHub. Вводим ник и жмем Continue. Авторизовываемся. Аккаунт в списке, а значит все сделано правильно. Можно клонировать наш репозиторий прямо отсюда. Для этого просто жмем на плюсик и выбираем путь. Теперь можно найти папку со своей сборкой. Казалось бы, сборка на компе. Запускай да кайфуй. Но нет. Перед этим ее нужно сбилдить. В корневой папке открываем терминал и прописываем следующие команды. Python runsys, чтобы обновить хуки. Без этого сбилдить сборку не получится. Теперь сам билд. .NET build, два минуса, и тут мы уже можем выбрать тип сборки. Релиз — это сервер, на котором можно играть, без проблем что-то тестировать, а Tools сугубо для маппинга, в нем нет ничего лишнего, но мы будем использовать релизную. Билдится сборка довольно долго, поэтому пока можно отойти по своим делам. Привет. Сборка сбилдилась, и теперь, чтобы не насрать в основную ветку, нам необходимо создать дополнительную. Убеждаемся, что выбрана мастер-ветка, и жмем PKM New Branch. Вводим понятное вам название и Create. Жмем 2 раза по ней, чтобы убедиться, что мы в нее перешли. Обращаем внимание на галочку, и все. Теперь можно сделать со сборкой что хотим, вообще не боясь, что что-то сломаем или не сможем откатить. Запуск локалки. В корневой папке сборки появился bin. Переходим и выбираем Content Integration Test. Запускаем Content Server и Content Client. Локалка запускается и работает. Все сохраненные карты находятся в папке Data. Создание PR. После того, как мы внесли какие-то изменения в сборку, возвращаемся в Fork. Нам задетектило локальное изменение. Чтобы добавить его в коммит, нажимаем Stage. Осталось писать что-нибудь в этот коммит и загрузить его. Теперь изменение локально закоммичено. Осталось только его отправить в сборку. Для этого жмем на Push и готово. Все, что нам осталось, это перейти в репозиторий и подготовить PR к публикации. В чекбоксы вписываем X, чтобы поставить галочку. Create Pull Request, и вот вы отравили жизнь одному мейнтейнеру. Обновление локалки. Смотрим в репозиторий проекта и свой. Видим, что в нашем нет последнего изменения. Значит, нужно обновиться. Находим Sync Fork и нажимаем огромную зеленую кнопку Update Branch. Ветка мастер обновлена, и теперь мы должны обновить ее у себя локально. Переходим в мастер-ветку. Наша предыдущая уже выкрала PR, так сказать, свою отработала, вычеркивая. Чтобы убедиться, что какие-то изменения вообще появились, тыкаем на Fetch. Серым выделен незагруженный коммит. Теперь для загрузки делаем pull. Все, локалка обновлена до актуальной версии. Ну вот, пока на этом все, да. В следующей части перейдем уже непосредственно к самому маппингу. Гайд создан для сервера Corvax и моих мапперов-пиздюченышей, которые при работе с гитом вешаются на яйцах. Кому маппинг интересен, на сервере Corvax есть еще текстовые гайды, а также на нашем мапперском расширенные. Так что если вы прямо горите этим, то можете попроситься к нам на сервер.
Пока.